Привет! Меня зовут Воронкова Юля, я очень люблю сладкое и не люблю полнеть. В этом видео я покажу, как приготовить плотный, насыщенный шоколадный кето-торт. Состав и калорийность оставлю в конце. Для шоколадного бисквита смешаю 60 грамм миндальной муки, 60 грамм какао. С этим количеством какао получается вкус горького шоколада. Затем добавляю 15 грамм сахарозаменителя, 5 грамм разрыхлителя и перемешиваю. Теперь 140 грамм мягкого сливочного масла нужно слегка взбить миксером. Добавляю одно яйцо и соединяю с маслом. Затем добавляю еще 3 яйца и взбиваю. Добавляю 40 грамм кефира и снова перемешиваю. В два этапа добавляю сухую смесь и снова перемешиваю миксером. Теперь 5 грамм соды нужно погасить ложкой уксуса, перемешать и добавить в тесто. Окончательно все взбить. Выкладываю тесто в форму диаметром 16 сантиметров. Разравниваю и отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Готовый бисквит остудить и разделить на 3 равных коржа. Для крема нужно нагреть 200 мл жирных сливок, но не кипятить. Выключить плиту и добавить 100 грамм темного шоколада без сахара. Шоколад полностью растворить в сливках, затем охладить. Охлажденный крем взбиваю миксером. Добавляю 50 грамм мягкого сливочного масла и снова взбиваю. Получается стабильный и плотный крем. Для пропитки бисквита в 100 мл сливок добавить 2 грамма сахарозаменителя и перемешать. Собираю торт в том же кольце, в котором выпекался бисквит. Вложить туда ацетатную ленту, если есть. Выложить первый бисквит, хорошенько пропитать сливками. На бисквит выкладываю треть крема. А на крем 50 грамм цельного фундука. С цельными орехами есть один нюанс, о котором я скажу позже. Дальше выложить второй бисквит и повторить слой. Выложить третий бисквит, хорошенько его прижать, пропитать и выложить половину оставшегося крема. Вторую половину оставить для обмазки торта сбоку. Отправляю торт в холодильник на 6-8 часов. Снимаю кольцо. Обмазываю торт сбоку и слегка разравниваю. А вот нюанс про орешки.
Цельный фундук в торте — это, конечно, очень вкусно, но если вам нужен ровный разрез, то лучше орехи немного раздробить, так как орехи попадают под нож и продавливают торт. У меня со всего торта получилось только 2 ровных разреза, куда не попали орешки. Если вам понравился рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита!